Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Бэрон и Дилан приходят в дом тети Береван, они видят, что все заперто. Бэрон звонит тете Береван и узнает, что она в Мардине. Но тетя Береван сообщает Барану местонахождение ключа. Говорят, что Дилан прислушался к словам Барана и не стал звонить и спрашивать заранее. Ясмин отводит Харуна в сторону и спрашивает, почему ему не следует слишком сосредоточиться на Берке. Бэрон находит ключ, и они входят в дом. Бэрон вспоминает, как его тетя Береван подарила ему шарф, вышитый Гэжой Эйтен, и когда он надел его на голову Дилана. Дилан вспоминает слова тети Береван о том, когда мы поддержим нашего ребенка. Затем Дилан говорит: «Я рад, что мы пришли, просто увидев этот дом, мне стало так хорошо». Бэрон рад, что Дилан так думает. Они вместе выходят в сад и смотрят, есть ли дрова, которые можно сжечь. Когда Баран видит, что срубленных дров не осталось, он засучивает рукава, чтобы срубить их. Оттащив Дилана в дальний угол, он начинает резать большие куски дерева на более мелкие. Пока Бэрон рубит дрова, Дилан наблюдает за ним с улыбкой и спрашивает Барана: «Приятно смотреть оттуда». Дилан говорит: «Я скучаю по тому, как ты работаешь, тебе лучше поторопиться, здесь еще много дров, которые нужно сломать». Когда Ясмин говорит Харуну: «Думаю, я понимаю, почему ты так себя ведешь», Харун спрашивает: «Почему?». Когда Ясмин спрашивает, может ли это быть из-за того, что ты мне завидуешь, Харун категорически отказывается. Дилан и Бэрон кладут дрова в камин и зажигают его. Джавахир и Шаир также наблюдают за домом тети Береван издалека и хотят дождаться темноты. Когда они заглядывают в холодильник тети Береван, чтобы посмотреть, что там есть, они видят, что там много ингредиентов, и начинают готовить. Они рассказывают о том, как раньше в этом доме варили два разных супа и притворялись, что они не нравятся, а потом садятся за стойку и смотрят, чей суп лучше, чтобы каждый мог приготовить свой суп. Госпожа Азади приходит на кухню к Гизему и говорит, что нанимет персонал для уборки особняка, и она хочет, чтобы Гизем заботился только о еде. Пока госпожа Азади уходит из кухни, приходит Гуль и спрашивает, зачем Гизем готовится, придут ли гости. Когда Гизем говорит, что придет гость Ферат Бея, Гуль спрашивает, кто это, и Гизем говорит, что я не знаю, он просто так сказал. Пока Дилан пытается приготовить суп, у нее внезапно болит, и Бэрон немедленно просит ее сесть и отдохнуть. Дилан говорит, что это нормально, и возвращается к супу. Пока Ферат сообщает Гану Кудрету, что придет новый финансовый менеджер и наша работа станет намного легче, он замечает, что у него плохое настроение, и спрашивает, что с тобой не так. Когда господин Кудрет расстраивается, говоря, что будет с Джиханом, мой сын был радостью особняка, Ферат говорит: отец придет снова, мы еще увидим, но это мало помогает. Господин Кудрет уходит, чтобы я мог сесть и поработать, мне скучно. Затем Гуль приходит к Ферату и спрашивает, придет ли наш гость. Когда Ферат говорит, что приедет наш новый кандидат на финансового менеджера, присоединяйтесь к нам, если хотите, Гуль идет в свою комнату, чтобы подготовиться. Берк настаивает на том, чтобы поблагодарить Ясмин, и заставляет ее предложить ему чай. Когда Ясмин спрашивает Харуна, что ты говоришь, стоит ли нам это исправить. Харун вспоминает, как Ясмин сказала: «Ты мне завидуешь», и говорит: «Иди, я приду после того, как закончу свою работу». Когда Дилан идет за хлебом на стол, Бэрон снимает с пояса пистолет и кладет его в шкаф. Затем они садятся за стол и вместе едят. Когда он собирался начать есть, электричество отключили. Затем они вместе ищут что-нибудь, чтобы осветить окрестности. Дилан находит в баране лампу. Они снова садятся и начинают есть. Они говорят, что им очень понравился суп друг друга, и благодарят друг друга. Дилан говорит: «Я думаю о наших днях здесь, ты был счастлив, твое лицо улыбалось, ты сильно отличался от того, кто был в особняке». Бэрон объясняет, что это не только потому, что я здесь, но и потому, что ты был со мной.
Когда Азра приходит навстречу и Гуль встречает ее у дверей, Азра думает, что она все еще работает горничной, и говорит так, как будто смеется над ней. Гулю наплевать, а затем приходит Гизем и забирает у Гуля вещи Гэжи Азры, говоря: «Мне жаль, госпожа Гуль опаздывает». Когда Ферат приходит к ним, он обнимает Гуля и говорит: «Моя Гуль», а затем представляет Гэжу Азру, называя ее «моя жена». Госпожа Азра немного расстроена этой ситуацией. Дилан пытается поговорить с Бараном и принять совместное решение о том, как обращаться с их детьми. Когда Дилан говорит: «Я не вынесу, если наш сын плачет», Беран говорит: «Тогда мы позаботимся о нем», и они обнимают его. Джавахир приказывает Шаиру немного приоткрыться, осмотреться и посмотреть, идет ли кто-нибудь или уходит. Берг встречается с Ясмин, но когда ей становится не по себе, Берг говорит: «А Харун слишком сильно тебя подавлял, ты не такая девушка». Когда Ясмин заботится и беспокоится о Харуне, Берг говорит: «Ты любишь этого ребенка». Затем Берг говорит: «Но будь осторожен», и Ясмин спрашивает: «Почему?». Берг говорит, что если бы они поставили 50 мальчиков и 50 девочек и спросили, кто из них пары, я бы никогда не назвал вас двоих парой, вы очень разная. Да, но объясняет он, и не беспокойся об этом, на самом деле мы не ушли очень далеко. Когда он спрашивает, можем ли мы вернуться и забрать его, Берг соглашается, чтобы не оттолкнуть Ясмин. Пока Дилан и Баран говорят о том, насколько важны первые 3 года развития ребенка, звонит Джихан. Когда Беран вешает трубку и говорит: «Я уже скучаю по этому мальчику», Дилан говорит: «Я очень по нему скучал и сначала было грустно, но когда ты знаешь, что он там счастлив, ты начинаешь его принимать». Когда Баран говорит: «Даже если это так, я не могу не беспокоиться о том, что он ест, пьет и как он там живет», говорит Дилан: «Вы не хотите этого принимать, но Джихан, молодой человек, теперь он справится с этим». Когда Азра поворачивается к Гулю и спрашивает: «Дорогая, можно мне кофе?», Гуль отвечает: «Я скажу Гизем». Но Ферат не позволяет этого, говоря: «Гуль, мы сообщим Гизем, когда она придет», и предупреждает Азру, что ты совсем не изменилась, эти новые просьбы мы передаем Гизем. Пока Азра просматривала документы со словами «Извините, это моя ошибка» и «Давайте начнем работать», Гуль и Ферат обмениваются взглядами. Пока Дилан выходит и наблюдает за окрестностями, Беран злится, приносит ей шаль и наматывает ее на плечи. Он обнимает Дилана и говорит, что у нас скоро родится сын, и мы будем самыми счастливыми родителями на свете. Тем временем Джавахир наблюдает за ними. Он направляет на них пистолет и говорит, что пришло время сделать приятный подарок самым счастливым родителям в мире. В этот момент, когда включается электричество, Джавахир убегает обратно. Когда Беран говорит «пойдем», Дилан не хочет входить, говоря, что здесь хорошо. Беран убеждает его посмотреть фильм и ведет внутрь. Харун теряет терпение, ожидая, пока брат Бекир заплатит, потому что он не хочет идти к Ясмин как можно скорее и оставлять ее наедине с Берком. Пока Баран и Дилан собираются смотреть фильм, Джавахир приближается к дому. Когда Дилан говорит, что это наши последние совместные фильмы, Беран говорит, что его матери придется встать и посмотреть его. Они сходятся во мнении, что Беран должен сниматься в боевиках, ты должен сниматься в романтических комедиях. Во время просмотра фильма Баран идет готовить что-нибудь поесть, за ним следует Джавахир. Баран на мгновение замечает что-то в окне и поворачивается, чтобы посмотреть на дымку Джавахира, но Баран что-то подозрительно. Пока он тут же забирает пистолет оттуда, где положил, Джавахир подходит к двери, думая, что выйдет и посмотрит. В то время Беран думал о том, что делать. Когда Дилан спросил, готова ли наша кукуруза, Беран ответил, еще нет. А потом тихо говорит, что вот-вот взорвется. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.